Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена на канале Ведунья Вивиена. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, за то, что вы подписываетесь, за то, что пишете в комментарии, за то, что присылаете донаты как энергообмен, и за то, что те, которые хотят что-то познавать, у нас вместе, у нас группа, именно у нас в Телеграм, где мы с вами общаемся. Я даю очень много там различных методик, которые помогают в вашей жизни, и отвечаю на вопросы, которые связаны с эзотерикой. И мы обсуждаем там разные вещи. И там разные и девочки, и мальчики из разных стран мира. А сегодня у нас такое будет предсказание и ясновидение, потому что Вивьена работает в потоке, подключается к информационному полю Земли, это есть хроники Акаши, и дает вам информацию. А карты – это для вас. Это просто символы, чтобы вам было это более интересно, как кино. Кому вам необходимо дать пинка, хорошего пинка, смачного, за вмешательство в вашу жизнь? Посмотрим, кто это такой за человек в вашей жизни. Тетенька, дяденька, помладше, поменьше. Будем смотреть. Кому вам необходимо дать пенделя такого, чтоб летел, как ракета, как фанерка над Парижем, и обратно вообще не возвращался. Туда, в дыру, откуда пришло, туда и уйди. Обратно не приходи. И это будет так. Сейчас работают энергии. Сейчас уже такая классическая магия. Она, не так, действует по-другому. То есть энергетически все, что вы подумаете, все, что вы думаете, все случается. Делаем руками упражнения, тянем руки, энергию к себе прибавляем. Давайте смотреть. Сейчас я, буду смотреть не на человека, а мы сейчас посмотрим энергетический вывод. Вам подходит этот вот это вот предсказание? Вот что сейчас у вас? Что сейчас у вас? Это у нас котик. Сейчас год кота. Он начался уже. Котик, который лапку поднимает от удовольствия, и денежки идут. Я давала практики на деньги, которые можно сделать в Телеграме. Практика очень действенная, волшебный свиток, который можно делать, как мы называем, в китайские святки. 14 дней идут праздники с 22 января в этом году. И можно сделать этот волшебный свиток для притяжения денег. Это деньги мы просим, и нам он дает банк, Вселенский банк изобилия. Теперь посмотрим, какая вы сейчас в энергетике, в энергиях. Ой, знаете, вы хотите лететь, как пушинка. Кто-то, может быть, хочет немножко вес свой убавить. Как пушинка, вы о чем-то думаете, хотите, чтобы ваши желания все исполнялись. Но, знаете, у многих из вас будет такой, у кого-то это будет связано со здоровьем, вы хотите очень выздороветь. А у кого-то будет, что рядом с вами вы так хотите полететь, а крылья вам подрезали. Подрезала? Вот женщина, мы спрашиваем, тут женщина. Да. И знаете, тут у некоторых будет, что подрезала вам крылья женщина, которая сейчас уже нет в живых. Вот у вас энергетически так, и вы внутренне энергетически понимаете, что вы никак не можете отделаться от нее. Это может быть и мама. Очень часто бывают мамы такие эгоистки. И тети, или еще кто-то, может быть у кого-то свекровка. Вы не думайте об этом человеке, отпустите, не думайте о нем зло. Он так жил. Это такая его была конституция. Он уже перешел в мир иной, и там на совете боги будут решать, как и чего надо, чтобы душа сохранилась, отработала, и потом опять по колесу сансары вернулась на землю. Мы не только на земле воплощаемся. Здесь на землю мы попадаем, когда надо что-то отработать. Энергетически что у вас? Вот знаете, а вам так бы хотелось
А вам хотелось бы летать и как бы в детстве ощутиться с радостью, с таким детской непосредственностью. И энергетически, да, вы действительно, вы действительно хотите съесть вот это какое-то волшебное яблоко, как в детстве, которое одно висит на дереве. Ты знаешь, что ты за ним сейчас полезешь, сорвешь, и такой вкуснятины никогда больше в жизни не видел. Вот у вас такое, что-то такое. Знаете, вам хочется выйти из серости. Вот у большинства, кто смотрит, вот говорю, если это вам подходит, то вот это вот серость замучила, какие-то все время новости нехорошие, еще что-то. Так хочется летать. А мне летать охота. Вот если это у вас вот есть, но вы очень почитаете вот энергетически, вы очень уважаете свой дом, любите свой дом, свою вот семью, свою какую-то опору. У кого-то это будет и работа, но здесь больше вот такой, оно вам как, если у кого-то работа, то это работа как дом. Вот такая вы сейчас энергетически подходит. Пожалуйста, смотрим дальше. Да, хотите освободиться, внизу карта была, клетка открыта, ключ. Ну, а теперь мы будем смотреть, кому вам необходимо дать пендюлей, таких хороших, смачных пендюлей, чтоб летел, как фанерка над Парижем, вокруг Луны и дальше. Давайте, кому вам необходимо дать пинка. Вот почему-то эти карты вышли. Вам нужно дать пинка какому-то мужику, который уже ушел из вашей жизни, но который столько вам, вот так он насрал вам в душу, вот честно. Вот есть такое выражение. Хочу спросить у тех женщин, которые говорят, мне так хорошо быть одной. Назовите, как его имя. Вот здесь, да, мужчина, который, знаете, который ничего из себя не представлял. У него и портки-то в латках, но который, вот знаете, вот как будто он нагрузил вас мешками с кирпичами, и вы их тащите до сих пор. Его уже нету, а у вас еще душа, вот ну никак не очистится, и сердце все время плачет. И даже вы понимаете, что нет, с этим человеком ничего не будет, но вы и других как-то отодвигаете или что-то боитесь. И он вам действительно именно не просто написал, он вам насрал в вашу душу, в ваше сердце. Так вот, как вот абьюзы, как вот бывают. Что еще за... И вот женщина, которая... Вот этот он ушедший. То есть его не надо пускать, ушедшего. Почему его не надо пускать? Я вам сказала, что он насрал вам в душу. Ушедший. Любой этот мужчина может быть. Это может быть и ваш бывший, который любимый был. И это могут быть какие-то ваши родственники, коллеги, кто угодно. Но это вот здесь мужчина. Давайте посмотрим, почему его нельзя больше пускать в жизнь. А потому что, вот видите, он приносил только огорчение. Только для себя. А у вас все время, на вас этот ливень огорчений сыпался, зонтик весь раздырявился и в другую сторону. У вас все время ураган эмоций, горестей и мучений от его манипуляций. Вот поэтому его нельзя пускать в вашу жизнь. А у вас вообще женщина стоит. Женщина стоит. Вышла справедливость, которая считает, что она все делает правильно, по справедливости. Вот как дайте ей пинка-то, знаете, такого хорошего. Прям как, знаете, в Мюнхгаузене. Посадите ее на ядро в пушке, и путь летит. Что это за женщина? Мы сейчас будем смотреть. Что это за женщина, которая мешает вам жить? А, женщина, видите, как, да, она делает все по справедливости и своим мечом уже все голову порубала. Знаете, так часто бывают близкие очень люди. Но это может быть и начальница. Вы смотрите по своей ситуации. Это женщина. Она может быть и кровной, а может быть вообще, то есть начальница, еще кто-то, сосед, кто угодно, родственница, да. Вот с мечом. Кто с мечом к нам войдет, тому голову отрублю. Вот все. У нее по-другому не может быть. Теперь будем смотреть, какая это женщина. Один мужчина это из прошлого. А вот женщина это из настоящего. И там еще у нас вышло, что кто-то вам мешает. Женщина, которая умерла. То есть в мире ином.
карты вылетают. Это опять карта справедливости, но здесь она другая. Так. Они в разных колодах по-другому. Так. Так. Ну, давайте будем смотреть, кто это такая женщина. А на самом деле эта женщина, вот она себя ставит, и я королева Гингема, а воды боится, водой облить, от нее пустое место останется. Помните сказку «Волшебник изумрудного города»? Очень мудрая сказка. И Гудвин искусственный. Затронник. За троном прятался бункерный. Эта женщина очень трусливая, она всего боится. То есть этот враг, конечно, это может быть, если мужчина, то мужчина, который, знаете, показывает, что он мужик, а он, знаете, подъюбшник. Вот такой вот. И из себя корежит. Маменькины сынки такие вот бывают, эгоистичные. Ну, здесь больше женщины идут, но у кого-то может мужчина проскочить, но больше женщина. Почему? Кто он такая? Кто она такая? Кто этот человек? Который всегда и денежки себе мог забрать, и вашу зарплатку переделить, или зарплатку вашего мужа распределить. Вот такая вот она, по справедливости, так должно быть. Я здесь главная, я хозяин, и мне надо все это перераспределять. Кто она такая? Знаете, она настолько вашу жизнь, почему ее нужно выгнать, потому что она вашу жизнь обесценивает. Вы не видите благодарности и результата от своей жизни. И это принесет или приносит уже вам болезни, и физические, и моральные, и духовные, которые просто приведут к смерти. И она закрывает вам, вы знаете, как закрывает вам глаза, вы как по инерции, вы не живете. А просто вот как бы она мешает вам жить, да. А знаете для чего? Потому что эта женщина берет у вас энергию. Кто это у вас там? Мама, свекровка, начальница. Если это начальница, то проще всего повернулись и ушли. Работу вы всегда найдете, а жизнь у нас всего одна. И даже от родителей и от свекровок от таких нужно отдаляться и уходить. Нельзя ничего терпеть, потому что эта женщина доведет вас до духовного обесточивания. Абсолютного. И духовного, и морального, и физического, и материального. Она забирает у вас все силы. Почему она забирает это у вас все силы? Ну вот опять по справедливости. Ну, она считает, что так должно быть. Потому что она главнейшая тетка на земле. Эта женщина не молодая. Я имею в виду, она вас старше. В крайнем случае, потому что нет, она старше. Кто смотрит, эта женщина уже в годах. То есть ей не 25 и не 30. Это женщина, которая больше возрастом. Так, почему эта женщина так себя ведет? Почему она... Ну да, она считает себя, что она чуть ли не бог. Ну, с богами она на одном троне сидит. На одном троне сидит и считает, что и материальные блага ей должны быть, и вы ей все должны. Ей все должны. И на первый, второй раз считать, и не вякать. Из-за чего она так себя считает? А когда-то эту женщину, знаете, она как бы мстит всем и вам тоже. Потому что она когда-то в своей жизни уже была обиженной. Униженной, обиженной, разбитым сердцем. И теперь она, вот знаете, люди, которые многие пережили что-то очень тяжелое и в детстве, например, и мамы были тиранами, или свекровь была тираном, или муж был тиран, кто-то еще. То есть они на других людях это не повторяют. Это люди, которые прошли урок, и для них это плюсик в их журнале, который именно придет на совете, когда мы уходим из мира. А есть люди, которые после пережившего тяжелого, они начинают делать то же самое рядом со своими стоящими, своим дочерям, своим невесткам, просто кто вам подчиненный, просто люди, которые живут в подъезде, еще кто-то. Таких, знаете, сколько бывает, вот мы рядом живем, если общаемся, такие вот делать гадости, потому что мне когда-то делали гадости. Ответят хорошо, такие люди умирают очень страшно. С такими болями, что мама, не горюй, лучше даже и не надо. Как говорят, врагу не пожелаешь.
А эти люди страшнее врагов. Они не враги. Они могут присосаться, как пиявка, вот они именно пиявки, присасываются и пьют кровь. А вы не можете ее отцепить или остановить кровь, потому что пиявка впихивает туда, что кровь не сворачивается. Свой яд. Почему она так поступает? Да, она пережила очень тяжелое. Женщина это пережила что-то. Пережила такое, но она вместо того, чтобы перетрансформацию пройти от той боли, которую когда-то получила, у нее выросли черные крылья черного ангела, демонов. Что сейчас эта женщина вообще делает? Эта женщина, так, она, знаете как, она внедряется, что она делает? Она мешает в любви вам. Она мешает вам во всем. Вот у нее эта чаша мести. С мечом. Чаша мести. Что она сейчас делает? Она всегда хочет быть лидером. Я первый, первее всех. И чтобы за ней все шли. А за ней, если и идут, то только от страха, а не от того, что она действительно несет святое, вечное, бесконечное. Что эта женщина сейчас делает? Да, она, может быть, у кого-то это начальница, да, но все от страха только. Эта женщина просто по головам может проходить любых людей, и вас тоже. Поэтому, знаете, добавьте-ка ей туда в двигатель, где бензинчик, сахарку. Так. Что эта женщина хочет от вас? Ну, мы вообще посмотрели. Да, что она хочет от вас? Она считает, что она распределяется судьбами людей. Что она хочет от вас? Чтобы вы были унижены, целовали ей ботинки ее, грязные. Чтобы вы закрывали свое лицо и ниц падали, как будто она султанша какая. Вот. И вы должны смотреть ей в рот и выполнять все беспрекословно. Что она хочет от вас? Она хочет, чтобы вы всегда были в страданиях. А за эти страдания она получает от вас энергию. Это даже может быть, понимаете, как это относится к разряду порч. Порчи можно делать не обязательно шушу-мушушу. Это человеческое поведение на ваш энергетический кокон, воздействие физическое. И это точно так же, как порча. Потому что кто смотрит, она вырывает из вашего кокона, делает дырку, и из нее прям выскакивает ваша энергия, и к ней поступает. Сейчас я вас научу одной практике. Практика, она не моя, это известная практика психологическая. Представьте, что вот как мельница, внизу мельницы крутится вот колесо, и там вода. Колесо вот крутится, и идет перемалывание, если у нас там эти жернова, а сверху крутится сама мельница. Сейчас мельницу убрали, потому что мельница – это магическое сооружение наших древних на земле. И вот крутится вода, вот с одной стороны, вот слева стоите вы, справа стоит ваш недруг, и вот это колесо, и оно по воде вот так вот как велосипеды в море видели? Ну, они на реке есть, на прудах, которыми вот так вот крутим мы ногами. И вот это колесо крутится. И ваш недруг кидает камни, попадает в колесо, а колесо вращается по воде. И камни падают, через воду проходят, вода дает энергию, и к вам летит энергия воды и счастья. Камни падают, колесо крутится, а мне энергия прибавляется. Научитесь этой практике, вы будете всегда перерабатывать энергию зла, которую вам хотят принести, в энергию для своего света, счастья, выздоровления и радости. Что она еще от вас хочет, эта тетенька-то? Она хочет, во-первых, если у вас какие-то отношения с кем-то, это могут быть и отношения и любовные, и муж, и жена, или вообще какие-то дружеские отношения, она всегда хочет всех друг с другом рассорить. Это тоже. Она вампир, она не может вырабатывать свою энергию. И вот давайте посмотрим. Вот она хочет всех рассорить всегда и везде, все забрать. А давайте посмотрим, а каким методом ее можно так вот, ну, не надо мести к ней. Я ему сказала, камни падают, колесо крутится, энергия мне прибавляется.
каким способом можно ее пульнуть? Вот каким способом? Самое главное, не местью, не агрессией, потому что месть и агрессия вернутся к вам в утроенной силе, а она опять у вас заберет ее энергию. Каким способом ее нужно пульнуть-то, пинка дать? Электричеством, электричеством. 2 пальца в розетку. Простите меня, пожалуйста. Тут действительно нужно раз и навсегда ее отрезать. Ну, гроза, раз и навсегда. Каким способом? Прям резко. Каким способом? Забрать свою энергию и отрубить. Карта вора. Вот с одной стороны вы будете вернуть. Она как крадник у вас все время делает. Это и есть крадники. Порча, крадники. И вернуть вам назад. Вам назад верните свое. Свое. Не отдам, чужое не возьму. Отрубайте ее. Каким способом отрубить? Многочисленными методиками. Или, вы знаете, если она виновата, еще такое тут идет, что если человек нарушает какие-то законодательства, то на нее нужно направить полное войско тех служащих, государственных, каких угодно, муниципальных, ведомственных, неведомственных, прокурорских, налоговых, и защититься от нее таким образом, чтобы она больше не могла вякать. Все, чтобы были против этого человека. Ну, тут идет, или вы отрубаете, отрезаете, возвращаете свое, и тогда что у вас будет? И тогда вы пойдете в полное плавание по своей жизни. Пишите в комментариях. Чтобы не бояться таких людей, я вам говорила, вот это мой... Я вам говорю фразы, которые действуют. Тогда давайте, нет, идет все-таки про паспорт. И пишите тоже еще раз, убирайте все эти негативные явления и страхи. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера. Мастер это вы. Все мои осознанные и неосознанные страхи. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера. Все мои осознанные и неосознанные страхи. Много методик в Телеграм, пожалуйста, по ссылке. Все есть в описании, в закрепленном комментарии. Пока-пока, до новых встреч!